Утро в саванне не приходит, оно собирается. Сначала уходит холод, потом исчезает ночная тишина, но дневной шум еще не наступает. Мир находится между. В это время трава пахнет особенно сильно, будто земля выдыхает все, что накопила за ночь. Львица Лана лежала неподвижно, позволяя этому утру случиться без нее. Она не открывала глаза, но чувствовала, как меняется воздух, как далеко на востоке начинает нагреваться небо. В теле отзывались старые следы жизни. Бесsuозные напряжение в плечах, слабая боль в боку, память о прошлых охотах. Рядом лежал Рио. Он спал глубоко, доверчиво. Его дыхание было быстрым, неровным, как у всех детенышей. Иногда лапы дергались, будто он бежал даже во сне. Лана не торопила его. Утро не терпит спешки. А детство? Тем более. Когда Рио наконец открыл глаза, солнце только показалось над горизонтом. Он поднялся слишком резко, запутался в собственных лапах, смешно покачнулся. Лана смотрела на него спокойно, без раздражения. Мир еще не требовал от них силы. Они пошли. Лана двигалась медленно, почти лениво. Она часто останавливалась, замирала, поднимала голову и втягивала воздух. Для нее запахи были не просто сигналами, они были рассказами. Каждый запах говорил о том, кто был здесь раньше, сколько времени прошло, безопасно ли идти дальше. Рио сначала нюхал все подряд. Его нос ловил запахи, но не удерживал их. Он путался, фыркал, отходил, возвращался. Лана ждала. Иногда так долго, что Рио начинал нервничать. Но именно в такие паузы он начинал различать. Запахи – это не мгновение. Запахи – это время, растянутое в воздухе. Когда воздух становился влажнее и тяжелее, Лана всегда замедлялась. Так пахла вода. Так пахло место, где земля может обмануть. Старый водоем Падма не лежал прямо на их пути. Он был чуть в стороне. Но ветер почти всегда приносил его запах. Он выглядел спокойным. Гладкая поверхность, тихая вода, редкие насекомые. Но под этим покоем скрывался ил. Густой, терпеливый, безжалостный. Лана знала это место давно, она никогда не подходила близко. В тот день все изменилось из-за света. Стрекозы появились внезапно, словно кто-то рассыпал искры над водой. Их крылья отражали солнце, дробили свет, заставляли воздух мерцать. Рио замер всего на секунду. Его тело напряглось, хвост дернулся, он побежал, не думая. «Рио!» Лана рванулась следом сразу. В груди сжалось что-то древнее, резкое, почти болезненное. Это было чувство, которое не имеет названия, когда понимаешь, что мир вдруг стал быстрее тебя. Рио выскочил к самому краю пруда, поскользнулся, взвизгнул и отскочил назад. Он был легким. Его вес не успел разбудить опасность. А Лана была взрослой, тяжелой, сильной. Ее первый шаг был обычным, второй – странным, третий – невозможным. Земля перестала быть землей. Ил принял ее беззвучно, мягко, почти дружелюбно. Лапы ушли вниз, как в теплую глину. Лана напряглась, попыталась отступить и почувствовала, как хватка усилилась. Живот погрузился. Бедра застряли. Каждое движение делало хуже. Ил не тянул резко, не дергал, он держал. Терпеливо. Будто знал, что время на его стороне. Вода поднялась к груди, холод прошел под шкурой, пробрался к коже. Лана зарычала. Коротко, глухо. Это был не вызов. Это было предупреждение самой себе. Она остановилась. Рио сначала не понял. Он ждал, что мать выйдет, как всегда. Он бегал вдоль берега, скулил, снова подбегал и отскакивал. Его запах тревоги расползался по воздуху, становясь все сильнее. Где-то далеко львы Прайда услышали шум. Они замерли, подняли головы. Опасность чувствовалась даже на расстоянии. Они ушли. Солнце поднималось все выше. Тени укорачивались, исчезали. Воздух густел, становился тяжелым, неподвижным. Ил медленно принимал тело Ланы, сантиметр за сантиметром, не спеша. Время растянулось. Лана чувствовала, как силы уходят не сразу, а слоями. Сначала исчезла резкость движений. Потом желание бороться. Осталось дыхание. Вдох. Пауза. Медленный выдох. Самым страшным было не утонуть. Самым страшным было начать соглашаться. Рио больше не бегал. Он сидел у кромки, прижав
в хвост. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что это долго. Он начал замечать мелочи. Муравьев на сухой ветке, ветер в траве, пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна. Каждый пузырек заставлял его вздрагивать. Мир продолжал жить. Птицы осторожно прилетали к дальнему краю пруда. Ящерицы грелись на камнях. Где-то прошла группа антилоп, подняв пыль. Саванна не знала, что здесь решается чья-то жизнь. Ближе к полудню ветер изменился. Сначала запах почувствовала Лана. Резкий, чужой, металлический. Потом Рио поднял голову. Потом появился звук. Вибрация. Движение. Внедорожник. Рио побежал навстречу этому шуму, не понимая, но чувствуя это изменение. Он останавливался, оглядывался, словно звал. Люди заметили его не сразу. Потом удивились. Потом увидели болото. И Лану. Они говорили коротко. Люди всегда говорят коротко, когда времени мало. Глубоко. Если дернется, погибнет. Нужно сейчас. Когда анестезирующая стрела коснулась ее шкуры, Лана не испугалась. Она почувствовала холодок, потом тяжесть. Сознание стало уходить волнами. Последним, что она уловила, был запах Рио. Доски легли на ил. Он дрожал, но держал. Веревка натянулась. Люди двигались медленно, осторожно, будто сам воздух мог их предать. Извлечение длилось долго. Ил сопротивлялся, чавкал, тянул назад. Казалось бы, что болото не хочет отпускать то, что уже почти стало его частью. Был миг когда все могло сорваться. Ил резко дрогнул. Все замерли. Но доски выдержали. Когда Лана оказалась на суше, наступила тишина. Не пустая, тяжелая от облегчения. Ее тело лежало неподвижно, покрытое грязью. Дыхание было слабым, но ровным. Время снова растянулось. Сначала дрогнуло ухо, потом лапа, потом грудь поднялась глубже, Лана вернулась, она поднималась медленно. Земля казалась слишком твердой, слишком настоящей. Ноги дрожали, но память тела работала. Она сразу нашла Рио взглядом. Она ела не ради вкуса, а ради жизни. Рио ел рядом, прижимаясь к ней боком. Когда ветер снова изменился, Лана поняла – пора. Они ушли, не оглядываясь. Рио стал взрослым львом, крупным, с темной гривой и спокойными, экономными движениями. Он знал запахи саванны так, как когда-то учила его мать. Лана постарела и ушла тихо, под акацией, в тени. Рио был рядом. В один из сухих сезонов он повел своих детенышей знакомым маршрутом. Когда воздух стал влажным и тяжелым, он остановился. Его тело узнало опасность раньше глаз. Детеныши ерзали, не понимая. Рио стоял долго, очень долго. Потом развернулся первым, они ушли другим путем. Старый водоем Падма остался позади. Тихий, неподвижный, терпеливый. Иногда жизнь продолжается не потому, что мир становится безопасным, а потому что память оказывается сильнее. Детеныши Рио родились в сухой сезон, когда трава ломается под лапами, и каждый запах звучит особенно ясно. Их было трое, разные по характеру с самого начала. Один был осторожным и долго наблюдал, прежде чем сделать шаг. Второй – быстрым, нетерпеливым, всегда первым. Третья, самая маленькая, слушала мир, будто он говорил с ней напрямую. Рио смотрел на них часто и долго. Он не вмешивался без необходимости. Он знал. Мир нельзя объяснить сразу. Его можно только показать. Когда детеныши подросли и начали выходить за пределы безопасных мест, Рио стал водить их по саванне. Он выбирал утро, не слишком раннее, но и не жаркое, то самое время, которое когда-то знала его мать. Он шел медленно. Останавливался часто. Поднимал морду и втягивал воздух. Детеныши сначала не понимали. Они ерзали, толкались, пытались убежать вперед. Но Рио ждал. Иногда долго. Он не рычал, не подталкивал. Он просто останавливался, и мир вместе с ним замирал. Со временем они начали повторять. Не сразу. Не все одновременно. Но начали. Запахи стали для них чем-то большим, чем просто сигналами. Они начали различать, что значит влажная земля, что значит старая вода, что значит место, где нельзя спешить. Однажды ветер принес запах Падмы. Детеныши не видели болота. Оно было еще далеко. Но Рио остановился так резко, что самый быстрый из них почти врезался в его бок.
Рио стоял неподвижно. Воздух был тяжелым, с кислой ноткой. Запах был старым, но живым. Он не менялся с годами. Детеныши втянули воздух, сначала беспорядочно, потом внимательнее. Маленькая львица первой нахмурилась, словно что-то в этом запахе ей не понравилось. Рио ничего не делал. Он дал им время. Потом он развернулся. Не резко, не тревожно, просто уверенно. Детеныши последовали за ним. Не потому, что испугались, а потому, что поняли – здесь не их путь. Позже, в другие дни, они видели воду. Безопасную, чистую, движущуюся. Рио позволял им подходить. Он не делал из воды врага. Он делал из нее различия. Есть вода, которая дает жизнь. И есть земля, которая ее забирает. Он не говорил этого словами. Он говорил маршрутом. С годами детеныши выросли. Один стал сильным охотником, второй – внимательным защитником территории. Маленькая львица выросла в ту, кто дольше всех задерживается на границе неизвестного, прежде чем сделать шаг. Иногда, в особенно тихие вечера, Рио лежал в тени и смотрел, как они играют. Он почти не двигался. В такие моменты ветер приносил запахи прошлого – сухую траву, пыль, далекую воду. Он не вспоминал болото как страх. Он вспоминал его как точку поворота. Место, где жизнь могла закончиться и не закончилась. Когда Рио состарился, детеныши уже сами водили молодняк. И однажды он увидел, как один из его сыновей останавливается без причины, поднимает морду и долго нюхает воздух. Рио ничего не сказал. Он просто закрыл глаза. Старый водоем Падма все еще лежал в стороне от троп. Тихий, неподвижный, терпеливый. Но теперь он был не ловушкой. Он был знанием, переданным дальше. Иногда жизнь продолжается не потому, что опасность исчезает, а потому что кто-то однажды научился остановиться вовремя и передал это дальше.